Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую я в этом видео тех, кто родился под знаком зодиака Весы. Итак, уважаемые Весы, давайте мы с вами посмотрим, что же готовит вам месяц июнь. Мы рассмотрим общую атмосферу грядущего месяца, наступившего уже месяца, сферу работы, финансов, личной жизни и совет предостережения. У нас будет одна общая позиция для всех. Итак, уважаемые Весы и все, кто к ним неравнодушен, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее и давайте будем смотреть. Начнем мы с общей атмосферы, с общего настроения месяца июнь для Весов. Каким будет этот месяц для Весов? Ответственным. Ответственным. Так, замечательным, наполненным приятными положительными эмоциями и решением финансовых вопросов. Вы знаете, такое ощущение, что все сойдется воедино. Во-первых, нужно отметить, что карта Медведь – это максимально положительная карта на здоровье. Поэтому, если вдруг преследовала вас, уважаемые Весы, какая-либо хворь, то обязательно ждите выздоровления. Карта Медведь – это крепкое здоровье, это выздоровление, исцеление и подтверждение того, что вы находитесь в хорошей боевой форме, в добром здравии. Также карта Медведь указывает на то, что ваши позиции будут крепки. Где-то придется проявить свою настойчивость, но у вас это прекрасно получится. Также июнь будет для вас месяцем любви, отношений, союза, партнерства и положительных эмоций. Конечно же, сферу любви мы рассмотрим еще отдельно, более подробно. И еще у нас сфера финансов является одной из значимых моментов, да, то есть здесь все материальное, все, что связано с финансами, будет иметь особое значение. Плюс грядет либо подписание каких-то важных бумаг, документов, либо получение важных сообщений и информации. Все это в письменном виде. Может быть на бумажных носителях, может быть в электронном виде. Поэтому имейте, пожалуйста, в виду. Теперь давайте рассмотрим с вами сферу работы, Весы. Что ждет в июне в работе наши Весы? А вот побороться как раз-таки придется в сфере работы. Пятерка мечей – это, знаете, как победа любой ценой. Судя по всему, грядет такая, знаете, небольшая война, но в результате этой войны, давайте будем называть вещи своими именами, вы одержите победу и получите какие-то новые предложения, возможности, шансы. Не все моменты будут вас на 100% радовать. А почему? Давайте посмотрим, что будет огорчать в работе. Новые и победы же, и новые шансы, новые возможности. Вы знаете, возможно, вам придется либо куда-то ехать, либо откуда-то уезжать. Восьмерка кубков – это, знаете, то состояние, когда вы что-то оставляете, то, что дорого вашему сердцу. Здесь могут быть поездки, командировки, здесь могут быть переселения из офиса в офис, но это не глобальные какие-то перемены, когда вы прям меняете работу, да, меняете место работы, хотя у кого-то может и так отыграться. Это скорее, знаете, внутри одного концерна, холдинга, организации, просто как некое такое переселение. Но тем не менее, все это будет вам на пользу. Здесь хорошие события, это хорошие положительные события, и в целом вас все радует, нежели огорчает. Все события, они такие весьма позитивные. Что касается финансов, давайте посмотрим, поскольку уж эта сфера, связанная с материальным, заслуживает особого внимания, что же будет в финансах у Весов в июне. А у вас тенденция к увеличению прибыли, да, решаться очень благополучно финансовые вопросы, где в дальнейшем вы будете только приумножать свой доход. У кого-то будут тратиться деньги на знания, то есть кто-то поедет именно на обучение. Да, у кого-то, кстати, от работы будет вот это обучение, да, видимо, не очень захочется вам туда ехать. Видимо, оно такое, знаете, весьма недешевое удовольствие, но тем не менее вам понравится, нужно сказать.
И вы знаете, в плане финансов вам нужно будет, вот он, медведь, вот она, семерка жезлов, суметь защитить, отстоять свои позиции, свои интересы. Но в целом в финансовом плане у вас очень все хорошо, потому что вы при стабильном достатке, вы с тенденцией к увеличению прибыли, и все вот эти вот спорные ситуации, все моменты, где вам нужно что-то доказывать, отстаивать, вы, безусловно, выиграете, вы, безусловно, победите. Туз кубков, это, знаете, как полная чаша. Здесь даже, знаете, лишние будут оставаться средства, которые вы еще будете думать, куда, на что потратить. Но, еще раз повторюсь, львиная доля денежных средств может тратиться в июне на получение какой-то информации, на получение каких-то знаний. Письмо, паш мечей, это, как правило, про информацию, про науку, про какие-то важные ценные моменты. Теперь давайте посмотрим, что в любви. Сигнификаторы нам обещали любовь. Давайте посмотрим, что уже в любви у весов в июне. Так, в любви все стабильно. Очень многие придут к тому, что съезжаются под одну крышу, да, то есть пара, союз, партнерство, люди приходят к стабильности, люди приходят к стабильному семейному проживанию, совместному проживанию. Будут какие-то моменты, но здесь, скорее всего, опять же, финансовые вопросы, когда вы можете быть несколько ограничены, либо ограничены в возможностях, либо вам придется как-то, вы знаете, при условии даже стабильного дохода, вам придется как-то, вот знаете, учитывать определенные обстоятельства финансовые для того, чтобы полноценно и планомерно развивался ваш союз. Новых людей я не вижу. Все это происходит с тем человеком, который уже есть в вашей жизни. Но, тем не менее, ваши отношения, они движутся в какую-то, знаете, новую главу, в новый виток, в новую страничку. В целом здесь все стабильно. Те ограничения, которые у вас есть, они не критичны. У многих, кстати, здесь могут отыграться просто элементарно, знаете, какие-то кредитные средства, да, какие-то кредиты, когда вы выполняете какие-то обязательства перед теми людьми, с которыми вы финансово завязаны. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, все, что касается прибыли, у вас движется в нужном направлении, ваш доход будет увеличиваться и приумножаться. Эти кредиты, они вам не очень-то и страшны, да, то есть если есть у кого-то долги, да, они являются неким таким ограничивающим фактором, но они не будут таким супер-мега препятствием, которое вы не сможете преодолеть. В любом случае у вас все получится. Что касается совета, к чему стоит стремиться весам в июне? Правосудие. Знаете, вот здесь огромное значение имеют различные вопросы официального характера. Бумаги, договора, договоренности, заключение соглашений. Если стоит вопрос о том, что устно договориться, либо письменно заключить соглашение, обязательно письменно заключайте, чтобы у вас была какая-то виза, да, чтобы у вас была какая-то бумага ценная. Плюс читайте все, что написано мелким шрифтом. И вы знаете, важно честно и четко, взвешенно, обдуманно действовать во всех вопросах, потому что правосудие, справедливость, эта карта говорит сама за себя, она оракульно здесь отыгрывается. Также смотрите, здесь очень важно искать компромиссы с теми людьми, с которыми вы взаимодействуете. И очень здорово смотреть в будущее. Шестерка кубков – это то, что создается надолго, это то, что создается на века. Речь идет про союзы, причем здесь, знаете, какие союзы? Не личного характера, ну, в личных отношениях,
конечно, важно искать компромиссы, а здесь речь идет про такое партнерство, которое касается различных дел, финансов, работы и так далее. Важно стремиться создавать вот эти вот коалиции, коллаборации с теми людьми, с которыми вы действительно можете быть друг другу полезны. И очень часто по тройке кубков здесь отыгрывается, как, знаете, работа со своими, да, дела со своими, с родственниками, с близкими друзьями и так далее. И это все будет вам на пользу. Но, тем не менее, все стоит обсуждать на берегу. Все вопросы решать до того, как вы сели в лодку, да, как вы куда-то там дальше отправились. Чего стоит остерегаться в июне весам? Чего остерегаться? Статики. Стабильность это, конечно, хорошо, но порой вот это, ну, четверка пентаклей это карта жадности в первую очередь. Ни в коем случае не нужно скупиться на какие-то траты, на какие-то вложения. И все новые начала, все новые начинания, которые вы будете планировать, они, судя по всему, будут требовать вложений и затрат. Но вот эти затраты, они в любом случае себя оправдают. Все, что касается финансов, важно не жадничать, а взвешивать, рассматривать с разных сторон, с разных ракурсов, здраво достаточно, что это вам принесет, что принесет вам то или иное вложение, потому что без вложений, без каких-либо трат здесь не обойтись. Плюс смотрите, шестерка пентаклей, опять же, карта союзов, партнерства и коллабораций. Вот здесь очень важно, чтобы, вступая вот в эти вот коалиции, так скажем, да, в эти рабочие, деловые союзы, да, партнерские, у вас обмен, вклад в ваше общее дело был равноценным и равнозначным, потому что очень часто по шестерке пентаклей кто-то вкладывается больше, кто-то вкладывается меньше. И на почве вот таких несостыковок, несоответствий могут в дальнейшем возникать разногласия. Поэтому справедливость нам говорит о том, что все деловые вопросы, а деловые вопросы здесь будут, все финансовые вопросы, важно решать на берегу четко, честно и справедливо. В целом, в июне у весов все сводится к тому, что вы движетесь вперед. Рыцарь жезлов, это, знаете, как движение навстречу к реализации намеченных целей и планов. Очень часто это символизирует тенденции к карьерному росту и к улучшению каких-либо дел. Это прогресс. Поэтому, уважаемые весы, июнь будет для вас весьма благоприятным месяцем. Вот такой получился у нас прогноз. Я буду рада и благодарна всем за обратную связь. Благодарю всех за просмотр и до встречи с вами в новых видео.